Урок 1. Вежливое знакомство. Извините, но не могли бы вы еще раз напомнить мне свое имя? Конечно, это случается с лучшими из нас. Меня зовут Анна. Спасибо, Анна. Я ценю ваше понимание. Никаких проблем. В разговорах легко забыть имена. Точно. Я всегда пытаюсь вспомнить, но иногда это вылетает из головы. Хорошо спросить. Это показывает, что вы цените другого человека. Я полностью согласен. Важно налаживать связи. Да, и это помогает наладить взаимопонимание, когда вы запоминаете На имена. этот раз я обязательно запомню твое имя. Урок 2. Помощники природы. Слышали ли вы о журналах медсестр и их роли в природе? Да, мне интересно, как они помогают расти новым растениям. Точно. Деревья, падающие через реки, могут создавать естественные плотины. Это правда. Они также обеспечивают среду обитания для различных видов. Да, и они помогают удерживать влагу в почве для нового роста. У природы есть такой невероятный способ поддержания жизни. Удивительно, насколько все взаимосвязаны в экосистеме. Определенно, каждый элемент играет жизненно важную роль в поддержании баланса. Мне нравится узнавать об этих естественных процессах. Они так вдохновляют. Урок 3. Винтажные образы. Это отличная идея. Это поможет нам создать аутентичные винтажные образы. Абсолютно. Винтажные стили обладают неповторимым шармом и характером. Да, и они рассказывают истории прошлых эпох через моду. Мне нравится, как винтажные вещи могут добавить индивидуальности любому наряду. Точно. Сочетание старого с новым создает индивидуальный стиль. Есть ли у вас на примете какие-то конкретные винтажные вещи? Я думал о классических аксессуарах, которые могут улучшить наш внешний вид. Это звучит идеально. Аксессуары действительно могут заявить о себе. Давайте начнем исследовать местные магазины в поисках спрятанных сокровищ. Урок 4. Кулинарные рекомендации. Вчера было потрясающе. Есть ли у вас какие-либо рекомендации на сегодня? Я рад, что вам понравилось. Как насчет того, чтобы попробовать местный фаворит? Это звучит идеально. Хотелось бы попробовать еще вкусные варианты. Есть отличное место, известное своими блюдами из морепродуктов. Ох, обожаю морепродукты. На чем они специализируются? Обязательно попробуйте их так и с рыбой на гриле. Они такие вкусные. Это звучит невероятно. Я готова окунуться в новые вкусы. Пойдем туда на обед. Я думаю, вы будете впечатлены. Я взволнован. Спасибо за рекомендацию. Ты всегда знаешь лучшее место. Урок 5. Рисуйте и развлекайтесь. Я хотел бы присоединиться к вам на мероприятии Пейнтонсы. Это звучит как взрыв. Давайте вместе найдем местную студию. Это будет интересный способ раскрыть наш творческий потенциал. Абсолютно. Кроме того, это прекрасная возможность отдохнуть и пообщаться.
Вы имеете в виду конкретную студию? Я слышал хорошие отзывы об одном центре города. Они тоже предлагают вино. Идеальный. Сочетание рисования с напитками– прекрасное времяпрепровождение. Да, мне не терпится увидеть, что мы создадим на холсте. Это наверняка будет незабываемый опыт. Урок 6. Фитнес-путешествие. Определенно. Я чувствую себя сильнее, и моя выносливость значительно возросла. Это фантастика. Приятно видеть, что твой тяжелый труд окупается. Да, я постоянно придерживаюсь режима тренировок. Это ключевой момент. Последовательность имеет решающее значение для любого фитнес-путешествия. Я также сосредоточился на своем питании, которое мне очень помогает. Это важно. Хорошая диета эффективно поддерживает ваши тренировки. Я чувствую себя более энергичным и мотивированным, чем когда-либо прежде. Это потрясающе. Продолжайте в том же духе. Ты вдохновляешь. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Это очень много значит для меня. Урок 7. Наведение порядка в пространстве. Удивительно, как наведение порядка помогает освободить больше места в наших домах. Абсолютно. Уменьшение беспорядка не только делает вещи более аккуратными, но и освежает. Да, и это позволяет нам сосредоточиться на том, что действительно важно в нашем жилом пространстве. Я согласен. Как будто с ваших плеч свалился груз. Плюс это облегчает поиск вещей, когда все находятся на своем месте. Точно. Мне нравится ощущение чистого и организованного дома. Пробовали ли вы какие-то конкретные методы расслабления? Да, я часто следую правилу «один вход, один выход», чтобы сохранить баланс. Это отличная стратегия. Это действительно помогает поддерживать порядок в течение долгого времени. Урок 8. Регби и американская культура. В X веке регби не совсем соответствовало американским культурным нормам. Это интересно. Итак, как из этого возник американский футбол? Что ж, по мере развития регби оно приобретало черты, которые больше находили отклик у американской аудитории. Я понимаю. Логично, что новый вид спорта должен соответствовать местным ценностям. Точно. Американский футбол стал более агрессивным и стратегическим. Этот сдвиг, должно быть, апеллировал к конкурентному духу культуры. Да, и его популярность быстро росла, став основным продуктом американского спорта. Удивительно, как спорт развивается под влиянием культуры, не правда ли? Абсолютно. Он показывает, что адаптация является ключом к успеху в любой области. Урок 9. Обдуманные действия. Например, проходя через дверь, внимательный человек будет держать дверь открытой. Это простой, но значимый жест. Это показывает внимательность к другим. Абсолютно. Маленькие добрые дела могут иметь большое значение в чьем-то дне. Да, это создает дружескую атмосферу и поощряет позитивное взаимодействие. Интересно, как эти мелочи могут отражать наши ценности. Точно. Внимательность — это признак уважения и сочувствия.
Как вы думаете, сейчас такие действия становятся все менее распространенными? Иногда, но я считаю, что многие люди все еще ценят доброту в повседневной жизни. Я надеюсь, что это так. Важно развивать культуру внимания. Урок 10. Динамика хоккея с шайбой. В хоккее вместо мяча игроки используют твердый черный резиновый диск, называемый шайбой. Это верно. Удивительно, как игра вращается вокруг такого маленького объекта. Да, игроки катаются по льду, пытаясь забить с его помощью голы. Чтобы эффективно обращаться с шайбой, требуются невероятные навыки и скорость. Абсолютно. Динамичный характер игры держит всех в напряжении. Мне нравится, что командная работа играет решающую роль в достижении успеха в хоккее. Да, коммуникация и стратегия– ключевые элементы на льду. Вы когда-нибудь сами пробовали играть в хоккей? У меня есть. Это сложно, но так весело быть частью команды. Урок 11. Достижение цели. Это впечатляет. Я уверен, что вы добьетесь этого благодаря упорству. Спасибо. Я действительно верю, что тяжелая работа окупается в долгосрочной перспективе. Абсолютно. Постановка четких целей– первый шаг к успеху. Да, и сосредоточенность на этих целях имеет огромное значение. Есть ли у вас конкретный график достижения ваших целей? Я установил несколько вех, чтобы отслеживать свой прогресс на этом пути. Это разумный подход. Это поддерживает вашу мотивацию и ответственность. Точно. Празднование маленьких побед сохраняет импульс. Мне не терпится увидеть, как вы достигнете своих целей. У тебя отлично получается. Урок 12. Предпочтение при покупке продуктов. За продуктами я предпочитаю идти рано утром. Это разумный выбор. В магазинах обычно меньше людей. Точно. Я могу делать покупки в своем собственном темпе, не чувствуя спешки. Кроме того, если вы приедете пораньше, вы получите самые свежие продукты. Я люблю выбирать лучшие фрукты и овощи. Составляете ли вы список перед тем, как пойти за покупками? Определенно. Это помогает мне оставаться организованным и избегать импульсивных покупок. Это отличная стратегия. Мне тоже пора бы начать составлять списки. Это делает весь опыт намного более эффективным. Урок 13. Рассмотрение жалоб. Подготовка имеет решающее значение в любой профессии. Как вы обрабатываете жалобы клиентов? В первую очередь я всегда внимательно выслушиваю их опасения. Это отличный подход. Это показывает, что вы цените их отзывы. Да, я считаю, что понимание их точки зрения является ключом к разрешению конфликта. Какие шаги вы предпринимаете после их прослушивания? Я искренне извиняюсь и заверяю их, что буду работать над решением. Это важно. Люди ценят, когда к их проблемам относятся серьезно. Абсолютно. Также важно принять меры после решения проблемы. Это демонстрирует приверженность удовлетворению потребностей клиентов. Урок 14. Пробуем новый опыт. Это звучит интересно.
Я бы хотел пойти и попробовать. Большой. Больше не сомневайтесь. Давайте сделаем это. Абсолютно. Всегда интересно исследовать новые виды деятельности. Да, пробовать что-то новое может быть очень освежающе и весело. Что ты думаешь о нашем следующем приключении? Я думал о уроках гончарного дела. Это может быть очень весело. Это звучит потрясающе. Мне всегда хотелось попробовать свои силы в гончарном деле. Идеальный. Давайте найдем местную студию и закажем сеанс. Я взволнован. Это будет отличный способ раскрыть наш творческий потенциал. Урок 15. Измерение высоты. Тогда нам придется нарисовать высоту и точно ее измерить. Да, высота не должна быть ни 20, ни слишком маленькой. Точно. Он должен подходить для нашего проекта. Как, по вашему мнению, нам следует подойти к процессу измерения? Я думаю, что использование уровней и рулетки обеспечит точность. Это умно. Важно быть точным в наших измерениях. Да, и нам следует перепроверить, чтобы избежать ошибок. Абсолютно. Лучше не торопиться и сделать все правильно. Я рад, что мы с вами согласны в этом вопросе. Урок 16. Решение для хранения данных. Это отличная идея. Обычно мне трудно найти решение для хранения данных. Я полностью понимаю. Это может быть настоящим испытанием. Да, особенно если у вас дома мало места. Пробовали ли вы какие-либо конкретные методы организации своих вещей? Я экспериментировал с контейнерами и паками, но мне нужны решения получше. А как насчет использования многофункциональной мебели для дополнительного хранения? Это умная идея. Это максимально увеличивает пространство, сохраняя при этом порядок. Точно. Кроме того, это может улучшить эстетику вашей комнаты. Я обязательно это рассмотрю. Спасибо за предложение. Урок 17. Семейные воспоминания. Это была одна из лучших чашек моей матери, поэтому я боялся, что она разозлится. О, нет, с ним что-то случилось. Да, я случайно прокинул его, пытаясь перекусить. Это звучит стрессово. Я могу понять, почему ты волнуешься. Точно. Это была семейная реликвия, и я знал, что для нее это очень много значило. Вы говорили с ней об этом. И еще нет. Сначала я пытаюсь найти способ это исправить. Это продуманно. Может быть, вы могли бы удивить ее ремонтом. Я надеюсь, что это сработает. Я хочу сохранить память. Урок 18. Цели в фитнесе. Я пытаюсь поправиться. Какой тренажерный зал вы рассматриваете? Я еще не уверен. Я слышал хорошие отзывы о нескольких местах. Это хорошее начало. Что вы ищете в тренажерном зале? Мне нужно место с разнообразными занятиями и хорошим оборудованием. Это имеет смысл. Важно иметь возможность сохранять интерес. Точно.
Я также предпочитаю дружескую атмосферу, где я могу чувствовать себя комфортно. Я понимаю, поддерживающее сообщество действительно может вас мотивировать. Да, это делает тренировки намного приятнее. Давайте вместе проверим несколько спортивных залов. Это может быть весело. Урок 19. Зимнее тепло. После того, как я закончу расчищать подъездную дорожку, мы идем в дом. Это звучит как хороший план. Должно быть, на улице мороз. Да, а потом греем руки и ноги перед камином. Это звучит так уютно. Мне нравится ощущение тепла после пребывания на улице. Точно. Нет ничего лучше, чем теплый напиток у костра. Есть ли у вас любимый зимний напиток? Горячий шоколад мой фаворит. Вы- Я люблю хороший яблочный сидр с пряностями. Он идеально подходит для холодных дней. Давайте сделаем что-нибудь вместе после того, как закончим копать. Урок 20. Планирование поездки. Вы предпочитаете бронировать все заранее или предпочитаете более спонтанный подход? Обычно мне нравится бронировать заранее. Это помогает мне чувствовать себя организованным. Это имеет смысл. Это может уменьшить стресс во время путешествия. Абсолютно. Знание того, где я остановлюсь, дает мне душевное спокойствие. Я это вижу. Но иногда спонтанность может привести к неожиданным приключениям. Да, может, есть что-то захватывающее в открытости новому опыту. Вы когда-нибудь совершали спонтанное путешествие? У меня есть. Это оказалось одним из моих лучших приключений. Это потрясающе. Я думаю, что баланс между обоими методами был бы идеальным. Урок 21. Достижения медицины. Ученые сейчас расшифровывают схему человеческой жизни. Это увлекательно. Это похоже на прорыв в медицине. Да, и благодаря этим знаниям излечение от наших самых страшных болезней кажется возможным. Это невероятно. Представьте, сколько жизней можно было бы улучшить. Точно. Интересно думать о будущем здравоохранения. Я надеюсь, что это исследование приведет к эффективному лечению хронических заболеваний. Я тоже. Удивительно, как далеко продвинулась наука за последние годы. Да, и потенциал генетики безграничен. Мне не терпится увидеть, какие открытия будут сделаны в ближайшие несколько лет. Урок 22. Заявление о приеме на работу. В большинстве случаев подавать заявление лично не обязательно, это можно сделать онлайн. Это правда. Многие компании сейчас отдают предпочтение цифровым приложениям. Да, это делает процесс быстрее и эффективнее для всех. Точно. Удобно отправить все в несколько кликов. Но как вы думаете, есть ли преимущество в личном обращении? Иногда да. Он может проявлять инициативу и энтузиазм. Это хороший момент. Установление личных связей может быть ценным. Абсолютно. Это поможет вам выделиться среди других кандидатов. Я думаю, это зависит от культуры компании и должности. Урок 23. Посещаемость собраний.
Планируете ли вы присутствовать на встрече включая менеджера? Да, я думаю, что присутствие каждого важно. Я согласен. Наличие всех присутствующих может способствовать лучшему общению. Абсолютно. Это позволяет вести более продуктивную дискуссию. Хорошо, я отправлю электронное письмо, чтобы сообщить им о нашем присутствии. Это звучит великолепно. Хорошо держать всех в курсе. Да, и это показывает нашу приверженность проекту. Я с нетерпением жду возможности услышать мысли каждого во время встречи. Я тоже. Совместные усилия всегда приводят к лучшим результатам. Урок 24. Джазовая музыка. Джазовая музыка, как старая, так и новая, звучит по радио и домашним стереосистемам. Да, в джазе есть что-то вневременное, что привлекает многих. Абсолютно. Это создает такую расслабляющую атмосферу. Мне нравится, как здесь сочетается импровизация с ритмом и мелодией. Точно. Каждое выступление может показаться уникальным и спонтанным. Есть ли у вас любимый джазовый исполнитель? Мне очень нравится Луи Армстронг. Его игра на трубе является знаковой. Он потрясающий. Еще мне нравится голос Эллы Фицджеральд. Это так гладко. Да, она умеет привносить эмоции в каждую песню. Урок 25. Тесты производительности. Некоторые теста могут не быть обнаружены, что препятствует использованию средств повышения производительности. Это интересный момент. Как вы думаете, как это повлияет на спорт? Это поднимает вопрос о справедливости и честности в конкуренции. Абсолютно. Спортсмены должны соревноваться на равных. Да, и соблюдение строгих протоколов тестирования имеет важное значение. Важно обеспечить, чтобы все участники соблюдали одни и те же правила. Я согласен. Прозрачность укрепляет доверие к спортивным организациям. Определенно. Поклонники хотят видеть подлинный талант и упорный труд. Будем надеяться, что достижения в области тестирования продолжат улучшать честность спорта. Урок 26. Путешествие Скруджа. По сюжету приходит первый дух и возвращает Скруджа к ранним сценам его жизни. Это мощный момент. Это действительно подчеркивает его прошлый выбор. Да, удивительно, как его воспоминания формируют то, кем он является сегодня. Абсолютно. Этот опыт определяет его характер и взгляды на жизнь. Мне нравится, как дух показывает ему важность размышлений. Да, это напоминание о том, что понимание нашего прошлого может привести к переменам. Я думаю, что путешествие Скруджа– прекрасное представление об искуплении. Определенно. Никогда не поздно измениться и принять доброту. Давайте подробнее обсудим темы рассказа после того, как вы его прочтете. Урок 27. Балансировка жизни. Это может быть неудобно для людей, занятых работой и семейной жизнью. Я полностью согласен. Найти время для всего может оказаться непростой задачей. Однако многие мужчины и женщины готовы пойти на жертву, чтобы сбалансировать все это. Да, расстановка приоритетов задач необходима для управления как рабочими,
так и домашними обязанностями. Нашли ли вы какие-либо эффективные стратегии для того, чтобы сбалансировать свою жизнь? Я стараюсь планировать свои задачи и устанавливать границы, чтобы избежать выгорания. Это разумный подход. Также важно делать перерывы. Определенно. Уход за собой жизненно важен для поддержания общего благополучия. Давайте поделимся советами о том, как мы можем поддержать друг друга в достижении баланса. Урок 28. Взвешивание продуктов. Хорошо, позвольте мне взвесить для вас яблоки и апельсины. Спасибо. Это помогает узнать точный вес при покупке. Тебе нужно что-нибудь еще, пока я этим занимаюсь. Да, можешь еще взять немного лимонов. Они идеально подходят для приготовления пищи. Конечно, свежие лимоны могут придать пикантность многим блюдам. Точно. Я люблю использовать их в салатах и маринадах. Что-нибудь еще в вашем списке? Я думаю, что на данный момент это покрывает это. Спасибо за вашу помощь. Без проблем. Всегда приятно делать покупки вместе. Урок 29. Обратная связь по проекту. Отличная работа над проектом. Получили ли вы какие-либо отзывы? Да, они похвалили наш подход, и это очень воодушевило. Это фантастика. Всегда приятно получать положительное подкрепление. Абсолютно. Это мотивирует нас продолжать совершенствоваться и внедрять инновации. Какие конкретные аспекты они выделили? Они оценили наше внимание к деталям и креативность. Приятно это слышать. Эти качества очень важны в нашей работе. Определенно. Я считаю, что они действительно нашли отклик у нашей аудитории. Давайте продолжим развивать этот успех для будущих проектов. Урок 30. Трансфер из отеля. Трансфер для гостей отеля действительно удобен. Да, это делает путешествие намного проще для всех участников. Какой процесс организации таких переводов? Обычно гости могут запросить трансфер при бронировании проживания. Это полезно. Это гарантирует их плавное прибытие. Точно. Это также позволяет им сосредоточиться на получении удовольствия от поездки. Пользовались ли вы такими услугами раньше? Да, и это сделало мое путешествие намного приятнее. Я понимаю, что это была бы отличная услуга. Урок 31. Персонализированная поддержка. Я сосредоточусь на предоставлении индивидуальной поддержки и индивидуальных решений для клиентов. Это отличная стратегия. Это показывает, что вы заботитесь об их индивидуальных потребностях. Абсолютно. Понимание их уникальных проблем имеет важное значение для успеха. Да, это укрепляет доверие и способствует крепким отношениям. Вы уже внедрили этот подход в свою работу. Я так и сделал, и отзывы были исключительно положительными. Это фантастика. Личные контакты могут иметь решающее значение. Точно. Клиенты ценят, когда их ценят и понимают. Давайте продолжим отдавать предпочтение этому методу в наших будущих проектах. Урок 32. Празднование Рождества.
Рождество, безусловно, один из самых важных и любимых праздников в Европе. Да, традиции и праздники поистине замечательные. В каждой стране есть свой уникальный способ празднования, и это увлекательно. Абсолютно. Мне нравится, как люди собираются вместе, чтобы поделиться радостью и доброжелательностью. Декорации и освещение создают волшебную атмосферу. Да, гулять по улицам в это время очаровательно. Есть ли у вас любимая рождественская традиция? Мне нравится посещать праздничные рынки и пробовать сезонные продукты. Это звучит восхитительно. Это замечательный способ познакомиться с культурой. Урок 33. День Канады. 1 июля– День Канады– это национальный праздник Канады. Да, это день, наполненный праздниками и праздниками. Люди по всей стране собираются вместе, чтобы прославить свое наследие. Абсолютно. Проводятся парады, фейерверки и различные мероприятия. Это прекрасная возможность для канадцев выразить свою гордость. Да, и интересно видеть, как разные регионы празднуют по-своему. Вы когда-нибудь участвовали в праздновании Дня Канады? У меня есть энергия и энтузиазм заразительны. Мне бы хотелось когда-нибудь испытать это вместе с тобой. Урок 34. Декларация независимости. Однако, когда Соединенные Штаты провозгласили свою независимость в 1776 году, это уже было невозможно. Это правда. Смена власти существенно изменила отношения. Да, это стало поворотным моментом в истории для обеих стран. Должно быть, это было беспокойное время для всех участников. Абсолютно. Борьба за независимость повлияла на жизни многих людей. И это заложило основу для будущего развития региона. Удивительно, как подобные события формируют наш сегодняшний мир. Да, понимание истории помогает нам оценить наше настоящее. Давайте вместе узнаем больше об этом периоде. Это так интригующе. Урок 35. Воздушное путешествие. Я знаю, что ты не умеешь летать, как птица, но ты мог бы полетать на самолете. Да, у меня есть полет. Это уникальный опыт. Это действительно так. Вид сверху захватывает дух. Абсолютно. Я люблю наблюдать за облаками и пейзажами с неба. Путешествовали ли вы по каким-нибудь интересным местам на самолете? Да, я был в нескольких странах, и каждый полет был приключением. Это звучит потрясающе. Авиаперелеты открывают массу возможностей. Определенно. Интересно исследовать новые культуры и среды. Давайте вместе спланируем нашу следующую поездку. Это будет приключением.